Приветствую всех на нашем канале. В этом видео я покажу, как связать поводок с волосяной оснасткой без использования термоусадок и кембриков. Хоть мы и не занимаемся профессиональной карповой рыбалкой, но при этом очень успешно используем волосяную оснастку при ловле фидером с применением флет-кормушек. Волосяную оснастку можно связать и на монолеске, и на плетенке, и на специальном поводковом материале. Но все-таки большинство рыболовов отдают предпочтение именно последнему. Я же сейчас для демонстрации буду использовать обычную плетенку. Для изготовления волосяной оснастки нам понадобится вот такая специальная игла для бойлов. Как видите, на конце здесь крючок и вот такой замочек. Также нам нужен хороший качественный крючок, чтобы он был максимально острый. Еще немного скажу про размер крючка. Размер крючка следует подбирать таким, чтобы он не был намного меньше нашей насадки. То есть, например, если мы используем крупный бойл, соответственно, нужно использовать крупный крючок. И также нам понадобится вот такой стопорок для того, чтобы фиксировать насадку на волосе. И в качестве насадки сейчас я буду использовать вот такой зеленый поп-ап диаметром 15 мм. Приступаем к изготовлению. Итак, берем шнур и крючок. И первая наша задача – конец шнура продеть в ушко крючка. Вот в таком положении. То есть по направлению от острия. Одели. И теперь крючок протаскиваем по шнуру немного подальше, чтобы он нам не мешал. И на конце шнура вяжем максимально маленькую петлю. Для этого я воспользуюсь петлевязом. В принципе, можно и без него, но у петлевяза есть несколько хороших преимуществ. Во-первых, с помощью этого устройства можно легко вязать маленькие петли. И во-вторых, петлевяз все петли вяжет узлом восьмерка. А как известно, это очень надежный узел. Лишний конец сразу обрезаем. И вот у нас получилась такая небольшая петелька. Теперь эту конструкцию мы временно откладываем в сторону. После чего берем нашу насадку. И наша задача одеть ее на иглу. Игла должна пройти насквозь и располагаться строго по центру насадки. Поэтому делаем все аккуратно и не спеша. Вот так. Как я уже говорил, сейчас в качестве насадки я использую поп-ап диаметром 15 мм. Он относительно не твердый, и поэтому игла прокалывает его нормально. Если же мы используем более твердые насадки, тогда их нужно заранее предварительно просверлить. Для этого продаются специальные тонкие сверла. Купить их можно почти в любых рыболовных магазинах. Итак, когда наша насадка уже находится на игле, мы берем петлю и одеваем ее на крючок иголки. Закрываем замочек и стаскиваем поп-ап на шнур. Так, теперь в эту петлю нам нужно вставить стопорок. Вот этот. Благодаря этому стопору поп-ап и другие наживки не будут сползать с волоса. Вот так вот. Подтянули насадку максимально близко к стопору. И теперь нам необходимо отмерить длину, которая нам надо, и обрезать. Поскольку этот поводок я в дальнейшем планирую использовать на монтаже с флет-кормушкой, мне он не нужен длинный, поэтому вот так вот отмеряю, немного с запасом, там еще нужно будет петлю связать. Вот так. И теперь нам нужно выставить и зафиксировать длину нашего волоса. Волос — это то место, на котором находится наживка. Я длину устанавливаю таким образом.
Делаю так, чтобы насадка была максимально близко к крючку, но при этом, чтобы она свободно проходила вокруг изгиба крючка. То есть, чтобы нигде в него не упиралась. Но при этом, чтобы не было сильно далеко. Вот так. Теперь фиксируем здесь. Вот так фиксируем двумя пальцами. И вот этим шнуром делаем обмотку вокруг цевья по направлению к острию крючка. Делаем плотные равномерные витки. И когда обмотка будет на уровне с жалом крючка, останавливаемся. Вот. После чего делаем еще 2 оборота в обратную сторону. И свободный конец шнура нам нужно продеть в ушко крючка. Здесь очень важный момент. Вставлять нужно шнур таким образом, чтобы он вышел со стороны острия крючка. То есть вот так. Вот таким образом. Здесь главное не перепутать, потому как это действительно очень важно. Теперь на всякий случай здесь проверяем, все ли здесь в порядке и все ровно. Если мы убедились, что все в порядке, затягиваем это максимально. Вот так. И теперь на противоположном конце шнура вяжем обычную петлю, которая будет соединяться с основной снастью. Вот так. Лишний конец обрезаем. Вот и все. Наш поводок с волосяной оснасткой полностью готов. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Смотрите много интересного видео. До новых встреч! Также смотрите другие интересные видео на нашем канале и не забудьте подписаться, чтобы ничего не пропустить.